Дорогие друзья, меня зовут Вячеслав, и на своем канале я рассказываю, как строю свой дом. И сегодня подошла очередь начать заниматься пароизоляцией на потолках. Вот потолки. Черновой потолок, наколочен, доска сороковка. Наколачивался 3 года назад, поэтому уже пошел немножко пятнами. Это межэтажное перекрытие, то есть сверху мансарда. Сейчас мы поднимемся, посмотрим. Но я хочу сделать на нем, в этом перекрытии, звукоизоляцию. Для этого я буду снизу подшивать пароизоляцией изоспан Б. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, что там. Вот второй этаж. Ну, как водится, когда долго строишь, стройка превращается в склад. То есть накиданы доски, но они просто накиданы. Фактически там вот так вот. Снизу я подобью пароизоляцией. Сверху положу вот в эти проемы вот такую бумагу пергамент. Где-то толщина 0,4 миллиметра. И на нее положу вату. Это прошивной мат МП-100 из габробазальтовых пород, обладает хорошей теплой звукоизоляцией. Сверху этот пирог будет закрыт изоспаном. Изоспан категории А. Потом будет настелен черновой пол, сантиметровая фанера и уже какое-то половое покрытие. Для чего такой толстый пирог? Во-первых, вот этот верхний этаж, он может использоваться не постоянно. То есть, возможно, я буду его просто отключать от отопления. Если нет такой необходимости, он будет просто стоять холодный. И для того, чтобы потолок выполнял не только функцию звукоизоляции, но и вполне себе полноценный теплый пол, потолок, вот это перекрытие, чтобы выполняло такую функцию. Здесь будет лестница, об этом мы с вами еще увидим. И будет утепляться полностью верх мансарды. То есть это мы тоже в свое время посмотрим. Но на сегодняшний день я буду закреплять пароизоляцию на потолок. Буду также делать пароизоляцию на наружную стену, но это будет позже. Пока что потолок. Приступим. Также буду использовать такую двустороннюю ленту изоспан КЛ. Двусторонний скотч. Ну и армированный скотч. Утром все закипело. Одному работать не очень удобно, но постепенно работа наладилась и все пошло путем. Работать приходится вечерами, так как есть основная работа вечерами или в выходные дни. Сперва прихватил лист вдоль стены, а потом уже начал его растягивать по ширине. В принципе, получилось неплохо. Из тех скотчей, которые я показал, белый скотч, который используется установщиками окон, он при минусовой температуре, а сейчас было -5, вообще никак не хотел клеить, поэтому я его больше не использовал. Армированный серый скотч вообще работает на ура.
отлично приклеивался и к пароизоляции, и к стенам керамзитоблок, и к доскам. Довольно хорошо держится, то есть хорошая вещь. И который родной фирменный скотч Изоспан КЛ тоже прекрасно склеивает листы между собой. Для монтажа пароизоляции использовал степлер со скобками 6 мм. Как вы видите, пароизоляция свешивается на стены сантиметров на 20. А по наружной стене я точно буду делать тоже пароизоляцию, поэтому он потом будет склеен с теми листами пароизоляции, которые будут на стене. Все вроде красиво, посмотрел, проверил. Листы отрезал заранее снизу, чтобы совсем рулоном кверху не лазить. Ну так гораздо удобнее. Отмерил, отрезал и уже потом с отрезанным куском лезу наверх. Швы проклеивал, получается, дважды. Сперва на родной скотч из Изоспан КЛ проклеивал листы между собой, а потом сверху вот этим армирующим скотчем проклеивал уже свободный край между листом, ну, в общем, между двумя листами. Получилось очень даже неплохо. Ну вот, как бы комната и закончена. Приятно созерцать готовый результат. Но надо идти в другую комнату, делать дальше. Еще осталась комната и коридор. Вот этот белый скотч не пошел. Мы его больше не будем. А вот эти два сработали на отлично. Ладно, ребят, до новых встреч. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения.